Плету колючее ограждение, печатаю буханку и примеряю модель. Всем привет! В прошлый раз я собрал модель турбореактивного самолета Як-40. В случае, если вы не видели эту часть, советую сперва посмотреть ее. Ссылка будет здесь и в описании. А сегодня я расскажу, как из глянцевой игрушки сделать уставшего старичка, который доживает последние годы на стоянке, покрытой осенней листвой. Приятного просмотра! Создавая сюжет диорамы, я был вдохновлен этим снимком. В нем меня привлекла атмосфера осени, с опавшей листвой, заросшими бетонными плитами и обреченным самолетом. Диорама будет размещена на круглом основании диаметром 280 мм, а бетонные плиты буду имитировать на модельном пластике. Для разметки контура плит нельзя использовать макетный нож. Его лезвие образовывают заусеницы вдоль линии реза. При окраске они проявятся, и внешний вид таких плит будет сомнительным. Для этой цели я использую пилочку толщиной 0,4 мм. В отличие от лезвия, она не режет пластик, а формирует в нем канавку, о чем свидетельствует образование стружки. Самодельным скрайбером из надфиля буду очищать и сглаживать фаски плит. По такой технологии размечаю аэродромные плиты типа ПАК-14, которые имеют габариты 6 на 2 метра. Сам по себе пластик гладкий. Чтобы придать ему фактуру бетона, просачиваю поролон густым модельным клеем и наношу его следующим образом. Клей разъедает верхний слой пластика, а поролон формирует случайный рисунок. На границе диорамы буду устанавливать знаменитый железобетонный забор с ромбиками, который называется «Плита ограды номер 2». За этот дизайн автор Борис Лахман в 1974 году получил бронзовую медаль ВДНХ и премию в размере 50 рублей. По чертежам создаю объемные модели плит и опор для печати на 3D принтере. Все эти материалы доступны для скачивания на моем Патреоне, ссылка будет в описании под видео. Плиты окрашиваю разными оттенками с выделением темного контура техникой постшейдинга. На данном этапе рисунок плит выглядит размытым. Чтобы сделать его более реалистичным, зачищаю поверхность шлифовальной губкой. Таким образом попытался выделить щебень, который добавляется в бетонную смесь при отливке плит. Этим промежуточным результатом я остался доволен. Приступаю к формированию грунта из скульптурного гипса. Для удобства распределения этой смеси использую мастихин. Тонирую этот участок химией Аммамик. Озеленять грунт буду двумя тусклыми оттенками травы при помощи флокатора. Засыпаю оба оттенка в бункер и откладываю его в сторону. Разбавляю клей ПВА с водой. При нанесении такая смесь повторяет особенности рельефа, что отразится на внешнем виде газона. Чтобы снизить плотность роста травы, добавляю присыпку, которая имитирует высохшие сорняки. Выходное рабочее напряжение этого флокатора 30 кВт. При его включении трава вылетает из бункера, перпендикулярно оседая на оклеиваемой поверхности, к которой подключен провод заземления этого устройства. Пока клей полностью не высох, слегка наклоняю траву. Чтобы газон выглядел менее однородно, местами подкрашиваю его коричневым оттенком. Проросшую траву между плитами буду имитировать присыпками.
Для имитации павшей листвы по масштабу хорошо подходит набор от ног. Для этого распыляю краску в zip-пакетик и засыпаю в него листву. Таким образом она окрашивается в необходимый оттенок и покрывается клейким слоем, который надежно приклеит ее на макете. На месте стоянки самолета увеличиваю количество растительности. Для создания колючего ограждения обматываю круглый профиль встречными витками из медной проволоки. Деревья изготавливаю из набора растительности ног. Подробно об этом процессе я рассказывал при создании горной диорамы «Дороги Карпат». Советую для просмотра. Чтобы придать деревьям осенний окрас, покрываю листву желтыми и красными оттенками. В местах большой концентрации растительности между плитами дополнительно высаживаю высокую траву. Выделяю след стоянки самолета, и на этом основание диорамы готово. Для достоверного состаривания модели изучил реальные снимки, на которых отметил, что со временем ливрея местами выгорает, краска тускнеет и поверхность покрывается пылью, черными разводами и даже мхом. А когда нашел эти снимки, окончательно определился со степенью загрязнения модели. На данном этапе модель выглядит как игрушка, с чрезмерной глянцевостью и однородной окраской. Чтобы сделать ее более реалистичной, в первую очередь светлым оттенком выделяю отдельные элементы крыла и его механизацию. Подобным образом выделяю фюзеляж и приглушаю цвет ливреи. Для дальнейшего состаривания потребуется средство для имитации сколов. В чистом виде заливаю его в аэрограф и равномерно покрываю всю модель. При распылении эта химия формирует мелкие капли, которые по мере высыхания полностью исчезают. Может показаться, что всему виной глянцевая поверхность модели. Но раньше я пользовался подобной жидкостью от Валеха, и даже на матовой краске она вела себя аналогично. Скорее всего, на этом основана техника формирования сколов. Как-то проведу сравнение с детальным изучением этого процесса. А после покрываю модель водорастворимым акрилом и формирую выгорание краски. Чтобы получить интересную фактуру, потребуется нанести большое количество разных оттенков, имитируя долголетний простой самолета и особенности воздействия каждого времени года. Для наполнения сюжета диорамы на принтере распечатал модель буханки и склеил стремянку. Все это дело окрашиваю и размещаю на макете. Один из моих подписчиков прислал несколько снимков диких животных на территории аэропорта, и по его словам, самый частый гость – это лиса. Спасибо, что делитесь этим и помогаете узнавать все, что остается за иллюминатором самолета. Водитель привез механика, терпеливо ожидает его на свежем осеннем воздухе, в вязаном свитере. Механик же в свою очередь передает приветствие всем любителям турбореактивной тяги. И последний штрих – установка самолета.
Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если у вас имеются слова критики, с удовольствием выслушаю ее в комментариях. А сегодня на этом все. До скорых встреч!